Привет, дорогие друзья! Сегодня на даче я делаю хрустящий картофель в электродуховке. На столе все, что понадобится для приготовления. Ну и сейчас займемся картошкой. Картошки надо всего полкило, 600 грамм приблизительно. Очищенный картофель разрезаем на 4 части вертикально. Картофель порезан вот на 4 части вертикально и ставим его на плиту. Надо, чтобы картофель закипел. И после закипания прокипел минут 5. А на этом его можно скинуть на друшляк. Так, дорогие друзья, картошку я уже откинула на друшляк. После закипания на среднем огне или средней мощности электроплитки она покипела ровно 5 минут. И теперь должна остыть. Ну, до теплого состояния, чтобы ее можно было как бы брать в руки и заниматься ей. Итак, картошечка остыла. И давайте займемся приготовлением. Кладем столовую ложку картошку. Это вот у меня кукурузный крахмал. Тот крахмал, который картофельный, мы из него специально выпарили. Теперь вот это у меня сухарики панировочные. Сухариков тоже нужна столовая ложка. И паприки столовая ложка. Паприка у меня копченая, вы можете взять и не копченую, то есть любую. Тоже столовая ложка. Так, теперь трем сюда чесночок, несколько зубочков. Потерли чесночок сюда и 2 столовые ложки растительного масла. Предупреждаю сразу, солить картошку пока не надо. Она вначале должна приготовиться, испечься, а уже потом можно подсолить по своему вкусу. Картошку выкладываем на противень. В это время разогревается духовка до 190 градусов. Вот так картошка выглядит. Сейчас я ее поставлю в духовку на 30 минут. Картошечка стоит на средней полочке. Вверх-вниз конвекция. 190 градусов. И 30 минут готовки. Пока готовится картофель, я делаю сырный соус для этого картофеля. Нам понадобится молоко. Молоко у меня 2,5% жирности. И маленький кусочек сыра. Здесь у меня 20 грамм. Сыр я тру на мелкой терочке. Сыр кладем в удобную емкость, которую потом можно поставить в микроволновку. И наливаем сюда в сыр 4 столовых ложки молока. И все это потом хорошо нагреваем в микроволновке. Прошло ровно полчаса. Теперь картошечку можно подсолить, она уже приготовилась. Ну и просто на свое усмотрение картошку присаливаете. И оставляете еще остывать на противне. Ну, буквально 10 минут она должна остыть. А тем временем нагреваем наш сырный соус в микроволновке. Ставим емкость с сыром и молоком в микроволновку. У меня максимальная мощность микроволновки 700. Закрываем крышечку и сильно нагреваем, чтобы расплавился сыр. Картошечку можно подавать к столу. Вот она вся такая вот хрустящая, корочка. А внутри она мягкая. Давайте я возьму в руки и одну разломаю. Вот такая картошечка. А сверху все это поджаренное. Хрустящая корочка. То есть можно кушать самостоятельно, как самостоятельное блюдо, а можно подавать как гарнир. А на этом, пожалуй, все. Всем приятного аппетита. Пока-пока.